Всем Всем привет. ребята. У нас сегодня специальный гость в нашем еженедельном подкасте, это Гагарин. Я сам не ожидал, это сюрприз от Ника. У нас такой гость. Гагарин — это у нас Всем легенда привет. абстракта, олд абстракта, скажем так. Хотелось бы дать ему сейчас слово, чтобы он немножко представился, рассказал про себя. И такой набросок ему дать, о чем можно рассказать. Хотелось бы послушать про его путь в крипте, именно начало, какое у него было в крипте, там буквально в 50 минутах, еще до появления в абстракте и так далее, как все начиналось. Вот. Передаю слово. Всем здрасте. Виктор меня зовут. Ну, меня, наверное, многие знают, да, кто смотрит, кто не знает. Я не сказал, что я какой-то там супер дегенный олд в абстракте с февраля прошлого года, если не ошибаюсь. Ну, я прям вот в абстракт начал делать. Ну, вот ждем ТГЕ до сих пор. Скоро вроде должно все быть хорошо. Как же иначе? Что еще вам рассказать? По поводу крипты и того, как я пришел в крипту, ну, это 21 год, это коронадамп. Причем, на самом деле, если это хорошо смотреть назад ретроспективно, то относительно крипты у меня еще дорога начиналась с 2011-2012 годов. В общем, когда биткоин стоил $3, потом 8, и так вот он потихоньку шел вверх. Тогда казалось какие-то бредовые идеи, вся эта крипта и вообще какой-то бред. Сейчас как бы так уже не кажется отнюдь. И вернусь к 2021 году. Начался коронадамп, и я что-то вот уже для себя решил, что, надо разобраться с этими биткоинами, эфирами, там еще чем-то непонятным. Вот. И как раз застал вот эту бычку, разобрался, в принципе, ну, не то, что разобрался в крипте, то какие-то основные моменты эти базовые, там, что такое кошелек, какие сети бывают, аккаунты в биржах и так далее. И начал пробовать все, что предложено рынком. Урвал небольшую котлетку за 2021 год, и задача была, соответственно, ее просто банально не растерять. Помимо всего, чем я занимался, меня вот больше всего привлекал трейдинг отчасти. Ну, это интересное занятие, если правильно к нему подходить. И потом вот пошла тема с ретро-дропами. Какой-то такой свой прикол просто я словил в том, что, ну, момент активности, да, то есть ты что-то делаешь, что-то серчишь, какую-то активность проявляешь, примерно пытаешься предугадать, да, исход, и проявляешь активность в проектах, потом, соответственно, за это может быть очень щедро вознагражден. Кстати, я еще с прошлого февраля толдычил постоянно, что, пацаны, делайте перпы. Надеюсь, кто-то что-то делает, типа, может быть, лайтера. Да, и из того, что последнее время вот выходило и нормально так насыпало. Я думаю, данная мета еще продолжится. Вот. Но уже нужно понимать, что сейчас достаточно много проектов на данную тематику, и не все могут выйти успешно. Кстати говоря, тоже вот, обычно, наверное, принято у всех хвастаться достижениями, там, этими Поршами, Феррари, Ламборгини и так далее, и мало кто говорит всегда про какие-то поражения, скамы, проигрыши и тому подобные штуки. Вот я занимаюсь трейдингом, ну, я думаю, 20-ку, наверное, я ставил там в общей сложности, в принципе, да, занимаюсь им все это время, там, с 21 года. И она отбилась, слава богу, но, тем не менее, как бы, я называл это платить за обучение всегда. Ну да. И последняя история лично моя. Я очень был фанатом Ranger Finance проекта. Вот он залистился буквально недавно. Но там очень странная механика. Мы там тоже покрутили. Нормальный, причем я еще делал его прям совсем не то, что early будучи, а будучи прям early, супер-мега early. Но вот мы непонятно, что бы с дропом, то есть команда не против, но сам механизм футархи, не знаю, кто-то знает, не знает на сегодняшний день, такая новая механика, можно сказать, волна листингов, да, когда проект листится, и ни команда не получает сразу токена, нету ни дропа, ничего, то есть все дальнейшие решения по проекту, они уже определяются путем голосования холдеров, монет данного проекта, соответственно. Поэтому вот мы сейчас в Рейнджере залистились и ждем. Должны выкатить до конца января обещанной командой пропозал на голосование, что нужно ли давать ретроспективный дроп тем юзерам, кто, соответственно, помогал проекту заранее. Вот как-то так. В общем, сидим засаженно, ждем, верим, надеемся. Ну и, в принципе, если говорить про остальные активности, да, вот уже на момент сейчас по рынку, как по мне, да, я вот еще раз, я там не профессионал, не супермастер, не гуру, не чародей, как по мне, конечно, все как-то вяленько, тихенько. Вот, и хочется, конечно, видеть 2026 год каким-то интересным. Хотя тут тоже бабка надвое сказала, потому что, я не знаю, вот вы знаете, не знаете про такой аккаунт в Твиттере Briable Guy, их даже два. То есть Briable Guy – это основной аккаунт,
А есть еще зеркальный, где просто если написать это все, его имя и цифры задом наперед, соответственно, тоже будет второй аккаунт. Вот он выкидывал картинку 24 декабря, как бы картинка на следующий год, и там по ней достаточно как-то все неоднозначно. Не то чтобы стоит, опять же, в картинку упарываться. Лично по мне, конечно, хочется видеть хоть какой-то движ в 2026 году. Лично я что сейчас жду с точки зрения там не каких-то колуарных бесед, а просто банально тупо макроэкономики. Ну, у Как меня мне еще кажется, сейчас... Да, У меня еще будет там тема, как раз вопрос тебе, как что ты думаешь по поводу рынка, куда он пойдет и так далее. Давай это как раз вот на то оставим и про проекты тоже. Вот тут просто в чате да, пишут, давай. что этот голос возвращает в начало абстракта. И это действительно так, ну, как бы, и поэтому хотелось бы вот задать, знаешь, поговорить о вот такой теме. Как ты узнал вот о пингвинах и абстракте? Чем он тебя заинтересовал, что ты тогда пришел? Мы помним, тебя это и стримил и так далее. Вот как это так случилось, скажем так, что ты очутился в Слушай, этой... ну, пингвины, мне кажется, уже сейчас знают все их, кто в крипте. Особенно много людей узнало про пингвинов, когда они раздавали токен Пенгу дропом, даже не будучи холдером NFT-шек, и, в принципе, ты так или иначе, как бы, ну, я, допустим, просто получил деньги на кошелек, хотя там я не холдер NFT-шки, просто видно там за объемы транзакций и все такую прочую хрень. А насчет абстракта, как-то, ну, так или иначе, это вся криптовая движуха, ты с кем-то общаешься больше, с кем-то меньше, там, и так далее, и тому подобное, как коллеги по цеху, да, если можно так выразиться. И в один прекрасный день в прошлом году, по-моему, даже начало декабря было, что мы сидели на разговоре, и один из моих знакомых говорит: слушайте, там, типа, проект от пингвинов, абстракт, они сейчас Layer выкупили, собираются там, типа, билдить туда-сюда, вот можно было, конечно, проявить активность. И я тогда, кстати говоря, зарегался к ним в тестнет еще, будущий, который шел, заканчивался уже, там проявил активность, ну и вот утонул этот бейджик, Early Bird, не знаю, все его не все получали, но вроде как Но я не получил, например. в тестнете еще как-то проявил активность. И потом, кстати, я тормознул, вот я январь, по-моему, я не был в абстракте, то есть я как-то так что-то поделал, потом как-то еще новогодние эти праздники отпускали, и особо дел там было не до крипты. А потом посвободнее мне стал февраль, и я что-то зашел в абстракт, и мне прям как понравилось. Причем начинал со стримов Ламбады, мы вместе токен запускали, там эти пару бессонных ночей. Ну, как-то так. Я просто офигел от того, что есть русскоязычные люди, они адекватные, с ними можно пообщаться, и вообще весело. И, соответственно, пошло-поехало. Я все больше и больше начал времени уделять. У меня не было стримерки, не было ни твиттеров, ничего. И, соответственно, в один прекрасный момент я что-то прям загорелся желанием постримить. Вот я как раз тогда с Никитосом начал общаться очень хорошо. И Никитос, по сути, вот мне помог через Логана выбить стримерку. На то время, конечно, стримерку выбить это было типа какой-то такой прям achievement, наверное, тоже сейчас, ну, можно сказать, гигачада получить. Но это было прям достижение. И усилий было приложено, конечно, немало. Я начал стримить, причем делал это максимально по фану, по кайфу. И мне прям понравилось, потому что вот это вот с февраля по май время, оно было прикольно. Очень прикольно. Такая зима была. Да, еще 77 бит тогда вышло. Да, 77 бит вышло, и ну, много чего происходило, там какие-то ланчи, запуски. Там, было весело, да. И людей больше было гораздо, потому что люди прыгали по стримам. Ну, в общем, было прям движово, реально. В такой вот комьюнити собралось не только стримеров, просто, в принципе, людей, кто вот в проекте. Начали, соответственно, тоже какие-то общие чатики, поддерживать твиттеры, какие-то совместные майндсеты придумывать и так далее. В общем, я прям благодарен, на самом деле, Абстракту, потому что на все вот с Никитосом познакомился, с тобой, с еще кучей людей, с которыми по сей день продолжаю общаться. И это прям, наверное, как я, на самом деле, не перестаю быть в этом убежден, что и говорил до этого, что для меня это дороже, чем дроп, чем деньги. Я считаю, такие связи, знакомства, в принципе, априори. А скажи вот взаимно, взаимно. Да, взаимно, согласен с Ником тут. Такой вот вопрос к тебе. Вот ты там, да, увлекся сильно абстрактом, потом какой-то один момент получается так, что ты с него, скажем так, ушел, и хотел бы узнать, какие были причины, из-за чего ты ушел, есть ли возможность у тебя возвращения, и как ты думаешь вообще вот абстракт, ты сам видишь, что движухи уже такой нету, возможно ли, что она когда-то возобновится здесь, или проект... Ушел почему? Потому что надвигалось лето, по моим прогнозам для себя же исключительно, да, то есть потому как я думаю в голове, я ожидал какой-то рынок пониже, соответственно, для себя просто принял решение, учитывая лето, в принципе, как бы не сезон в крипте априори, да, уже сколько лет, плюс я ждал рынок пониже, поэтому просто решил выйти. Плюс, опять же, я летом, ну,
на самом деле было весело, да, но вот февраль-май у меня забрал дофига времени в том плане, что я подзабил на себя, какой-то непонятный режим сна, питания. Ну, в общем, с точки зрения физиологии и какого-то эмоционального фона я стал себя как-то странно чувствовать, мне это не очень нравится. Лето, соответственно, я живу на юге, у меня море, там, фрукты и так далее, поэтому просто хотелось провести максимально круто. Плюс у меня же есть как бы, мой основной вид деятельности, да, это лошадки, а летом у меня, соответственно, прям работа-работа. Поэтому оно как-то все так вместе и совпало. Но были планы, на самом деле, вернуться там или продолжить деятельность, что-нибудь типа того, ближе к сентябрю. Но, кстати, вот по сей день я не продолжил, и ребята мне в канале и в чате там даже после Нового года писали. Вот, я думаю, нужно уже тоже будет закрыть гештальт, этот, закрыть канал и чат, потому что это неэтично по отношению к людям, кто как-то был мной заинтересован. Сейчас, к сожалению или к счастью, я полностью в офлайн деятельности, так скажем. Хотя тоже тут в связи с последними событиями, неизвестно, как у меня... В общем, такая жизнь веселая сейчас в последнее время у меня, там без подробностей особо. Поэтому как знать. В принципе, насколько я вот смотрю, весь рынок, да, сентября, ну, на абстракте, насколько мне помнится, и по слухам людей, кто сторожил, продолжал летом, был движ неплохой, причем можно было даже денег заработать, и тоси-боси, да. там. Потом, соответственно, в принципе, рынок как таковой, даже вот сейчас, посмотрите, там какие-то те же самые дропы, которые выходят, вообще все, что не возьми, как будто уже настолько у людей вот прям полно разочарования, куда ни глянь, там трейдинг говно, дропы говно, там это говно, NFT говно, вообще все говно, спот говно, кругом одно говно. Вроде как бы логично, давно еще было бы уже запустить как бы нас повыше, да, и какой-то там альт-сезон сделать, ну что-то позитивное, но, видимо, как бы еще, наверное, не время. Хотя вот, да, если подходить к каким-то размышлениям, то мне кажется, уже прям настолько очевидно, что нужно включать заново, печатать деньги, QE делать америкосам, что прям совсем капец. Единственное, что случится это или нет, непонятно, плюс еще учитывая сейчас политические события, в общем, ни хрена ничего не понятно. И, в принципе, я в такие ситуации всегда люблю лучше где-то пересиживать в кэше, либо в каких-то, то есть в каких-то активах, которые в случае чего ты можешь быстренько дернуть, что-то с ними сделать. Потому что я не то чтобы не верю в крипту, да, но как будто бы вот у нас сейчас так вот, знаете, как этот мужик с дудочкой, как вот нам дуют, пиликают, и потихонечку, как и смотришь, там уже в Европе скоро нужно будет полностью отчитываться о транзакциях у тебя по бирже, по кошельку, налоги платить, верификации, KYC, даже на тех же самых не сексах, а уже даже других сервисах, ну, благо DEX еще сейчас как бы это мета, можно торговать. И, в принципе, я даже сам уже который год замечаю, я биржами просто перестал пользоваться. То есть, если что-то нужно, ты забриджил, если нужны другие сети, зашел, не знаю, лонгшорт открыл, если тебе прям так хочется, или ты там этим занимаешься, не занимаешься. Все, то есть посредник фактически не нужен. Единственное, конечно, тоже вот законодательство тех стран, так или иначе, в плане крипты очень жестко регулируется, я считаю. То есть это и P2P обмены, и обнал, и переводы, и все такое прочее. Поэтому, мне кажется, сейчас мы увидим в ближайший, может, год-два какие-то такие интересные моменты. И, в принципе, априори, как бы, по мне это было раньше понятно, что крипта не развита, ребята, не анонимная история, не там децентрализация, свободное будущее, там, не знаю, какой-то от банков, от системы. Это инструмент, который как раз-таки очень хорошо в систему встраивается. Вопрос просто в том, сможем ли мы, там, предприняв усилия, да, пораскинув мозгами, чуть-чуть денежек заработать до момента, когда уже нужно будет за эти денежки, соответственно, отвечать. Мне как-то так видится. Ну, а именно вот будущее вот абстракта. То есть мы видели, знаешь, такую ситуацию, когда абстракт там уже начал чуть-чуть, скажем так, подмирать, там были все равно на других там чейнах и движухи, это было там осенью, вот, допустим, это когда там... Да, BNB тогда стреляла на Солане, да, там BNB. движуха происходила. А абстракт, получается, именно летом газовал, скажем так, что там вот есть ли шансы такие, что абстракт там когда-то у него будет сезон, знаешь, когда у других не будет сезона или когда у всех будет сезон? Как вот ты на это смотришь? Да всегда есть. Всегда хочется услышать, наверное, когда слушаешь подкасты, да, от того человека, кто говорит, что все будет классно. Все будет классно в любом случае, но я не знаю, как и вы. Я не, знаете, не люблю строить из себя какого-то там эксперта, что там я прикинул, там расчертил, там, куриную ногу сварил, там мышь посушил, поэтому все будет классно тогда-то. Я считаю, что потенциал есть, и команда, в принципе, не дурачки. Я вот на своей памяти помню Финна еще директор маркетинга, потом Логана вроде бы брали. Логан сейчас вроде тоже отчалил. Да. Ну, как бы, по крайней мере, что-то делается. Плюс сам Лука, наверняка тоже у них есть
какой-то глобальный план, и просто в принципе даже если хорошо посмотреть, все ждут ТГЕ, это понятное дело, но с точки зрения проекта, с точки зрения команды, то есть есть ли смысл сейчас выходить на ТГЕ? Ну, там сделают они ТГЕ, там, скорее всего, будет это IPO, да, то есть мы будем выкупать Алоку, там, насколько я понимаю механику с этим XP, и, допустим, даже будет какой-то листинг. Ну, как бы смысла не вижу. Мне кажется, в принципе, глобально по рынку, если говорить, да, нужна какая-то вот свежая кровь. Вопрос только в том, где ее брать, потому что сейчас реально очень много людей в крипте, их все больше и больше, ну, молодежи в том числе. И молодежь растет, и другое поколение приходит и так далее. И нужен какой-то вот этот чудо. Либо нужно чудо просто за счет стимулирования деньгами, чтобы люди, там, не знаю, лишнюю сотку имев, да, в США, к примеру, или там в Европе, они там могли пойти купить себе биткоин, эфир, то есть как-то закинуть ликвидность в рынок. Либо нужен, соответственно, просто при распределении ликвидности какой-то жесткий, то есть какой-то флеш-крэш такой прям 1000 на 60, а то, может быть, 55 по битку. Да забрать остальную альту, окончательно отыметь тех, кто там как бы еще сопротивляется, и потом, возможно, уже что-то делать. Это тоже, вы понимаете, это все просто мысли в голове. Как оно будет, муж хрен его знает. Потому что завтра может выйти Трамп, написать один текст или какая-то новость там из Китая или Японии, и всему пиздец. Либо, наоборот, мы летим на Луну. Поэтому сейчас как бы как-то так. А такой еще вопрос, чтобы закрыть, знаешь, так тему абстракта. Возможно ли, может, что-то холдишь еще в абстракте? Или если уже не холдишь, может быть, следишь там за каким-то именно проектом в абстракте, за какими-то NFT, играми или токенами, или вообще прям нет? Ничего не следишь? Ликвидов в абстракте сейчас нету, скажу сразу, ничего не холжу. Но по сей день продолжаю зависать на Муряде, торговать на фантике. Не на деньги, но там поинты у меня остались еще и с этих сезонов новых там и так далее. Гигаверс, соответственно, мне кажется, Гигаверс вообще топ-1. Муряд, потому что prediction market, да. Вроде как бы как у них даже есть какая-то завязочка с Binance, потому что Муряд добавили Trust Wallet и так далее. Ну, посмотрим. Дюли мне тоже нравится. Дули. Это у них площадка. Ну, как РВА, да. Да. И наверное, все. Ну, прям вот, если какой-то топ взять. Ну, OpenSea, ну, это не приложение абстракта, это просто в принципе. Ну, да. Что, ты даже по тараканам не скучаешь? Блин, на самом деле, слава богу, нет, не скучаю. Я, признаться, на самом деле, не забыл про тараканов. Я вот вроде как, знаете, таким упивался наслаждением, что когда выходили Moody Madness, я там прям даже на стримах говорил, что типа вот дайте пацанам чуть-чуть времени, если все будет хорошо, они даже затмят тараканов. Ну, вроде бы как даже и получилось у них это сделать, потому что я смотрю, Moody, ну, судя по голосам на абстракте, больше в топе висит, нежели... Да, 100%. Да. Бириши тоже... Я же так понимаю, Бириши токен не сделали, да? Я вот просто все... Еще нет. Пока нет. Пока лут только игра, да? Да. Блин, я на самом деле так был обрадовался, что вышла игра, потом смотрю, что лудилка, и думаю, блядь, ну как так? Ну. Да, хорошо. Расскажите вы что-нибудь. Так, мы сейчас будем потихоньку. Да, мы сначала хотелось бы тебя больше, знаешь, так представить. Поэтому такой вот еще у меня есть вопрос к тебе. Возможно, вот про абстракты, да, ответил, но ты по-любому же все равно в крипте. Я думаю, какие-то там дропы, какие-то проекты ты там отрабатываешь. Возможно, есть какие-то проекты, вот, которые в самой крипте ты где-то следишь и что-то делаешь. Есть такое у тебя сейчас? Да. Можно ответить, как в том меме. Есть обязательно какие-то проекты, я за ними слежу и обязательно что-то делаю. Точно делаю. Я с лайтера нормально поел, очень. Причем лайтер я еще напихивал защики на OTC, когда еще просто были поинты без ТГЕ. Из лайтер у меня, получается, спонсировал мою вторую конюшню в Карачаево-Черкесии. Там же я купил кошару. Ну как, не конюшня еще в проекте, это просто земля, то есть там стройка еще предстоит и так далее. И, соответственно, еще есть у меня земельный участок, прям вот, ну, фотки не буду пока показывать. В общем, с видом на Эльбрус прям вот участок, то есть вот ты стоишь, как бы у тебя вот Эльбрус там буквально на машине, ну, минут 15-20. Офигеть. Это спасибо лайтеру. Да, спасибо лайтеру. Жду, ну, я вот в Нансен замазан Солейр, замазан бэкпак. Рейнджер, соответственно. На Титане тоже я там нормально волюма настрелял. Титан Декс имеется в виду. Ну, то есть Титан свапалка на Соланке. А-ля
Юпитер, только у них с Юпитером сейчас там какие-то... Ну, в общем, реально я просто Он Титаном контра. пользуюсь как продуктом, потому что я начинал изначально... Я у них еще был в early beta, попробовал, мне понравилось, и потом просто вот, ну, как бы начал пользоваться Титаном, как свапалкой. И я настолько вообще кайфую от него. Он настолько крутой, он настолько быстрый, четкий. Я вот реально, вот это прям технология. Вот, технологии попахивает, как по мне. Мгм. Что еще? Блин, что-то там еще у меня. Мне нужно табличку открывать. Ну, в принципе, Ну, я не, сейчас уже отрабатываю. ладно, с большого. Я Основное, делаю да. перпы, потому что перпы, вот и как бы всех дропов всевозможных, это хотя бы хоть какой-то вариант понимать, что ты получишь. Потому что там просто тупо банальная математика. То есть ты берешь, соответственно, поинты, смотришь, как ты их можешь получать, примерно прикидываешь FDV проекта, соответственно, уже там на старте понятно, как ты будешь выходить. То есть там, ну, в среднем, сейчас смотрю, конечно, проекты не слишком много дают, но перпы, мне кажется, просто это вот такой чуть-чуть с облегченным риском. Вариация на Но еще тему. prediction маркеты у нас есть, особенно когда вот сейчас Да, нет то есть, блин, на самом деле, хайпа смотрите, сейчас полимаркета, prediction market кауши. просто такуя. Opinion тот же самый там на BNB, там, кто делает и не делает. Полимаркет то же самое. И их просто Ну тысячи, не, миллиарды про то, тысяч. что их Ни один много, и еще не можно вышел. арбитражить и делать это еще и в плюс. Софты у людей есть уже, там они кто-то руками, кто-то Вот. софтами. Это хороший вариант, чтобы просто зарабатывать деньги в моменте, потому что на дропы я бы не рассчитывал. То есть, возможно, конечно, и будут они щедрыми, но очень много проектов, и, наверное, какой-то один, может быть, хорошо даст, и, может быть, даже несколько. Но остальное дальше будет лестненькой каскадом уже, ну, просто ликви не будет, как по мне. Но если вот я память не изменяет, ты какой-то prediction market делал на бейзе, и тебе прям хорошо с него, ну, получилось забрать. Он вышел, получается, Блин, до всей этой он слайдером, меты, грубо говоря. я все время путал его слайдером. Сейчас, секунду. Да, там прям хорошо получилось. Блядь, как же он там назывался? Скажите что-нибудь, сейчас я попробую найти. Мгм. OpenSea дали открывать сундук. Вот, 50% дает опус после подкаста. А у меня вообще слабенький в этот месяц. Тир 3. В этом месяце Тир 3, OpenSea ничего не делает. Я 9. Это $30 кэшбэка. Limitless он назывался, пацаны, на бейзе. Вот. Мгм. Ну, я Prediction вообще market ничего не еще потратил на еще, OpenSea. как и перпы, то, что вы можете просто, ну, зарабатывать, типа, как трейдинг своего рода. То есть там же можно ставить на события, можно просто на, ну, то есть на торговлю. Мгм. Как-то зарабатывать. Окей, в принципе, ты как бы обширно ответил на этот вопрос. Хотелось бы перейти вот именно к тому, что ты несколько раз уже говорил про рынок, куда он пойдет дальше. Понятно, никто не знает, это 100%. Ты уже несколько раз ответил. Но у нас как бы просто тайм-коды, ты понял, мы потом на YouTube, когда нарезаем, Да. и хотелось бы именно вот сейчас бы тоже про это поговорить. Возможно, понятно, ты не знаешь, но просто вот по чуйке, я так понимаю, ты думаешь, что на 50-60 или нет, вот хотелось бы вот это послушать, куда мы идем, биткоин и так далее. Ну, я, кстати, вот шорт не забрал, но думал, что будет где-то там 96-98 нас затянут, и потом мы будем потихонечку литься вниз. Ну, я вижу два сценария, то есть 80-88, причем даже 88, если удерживаем, идем на 80, и 80 не удержали, ну, там, я уже не знаю, вниз пойдем. Просто много чего на это завязано, ликвидация типа этого Майкла Сейлора, да, с MicroStrategy у них там и так далее, на районе там 75, 74, 76, что-то в таком диапазоне. Вот. Но мне видится, что просто нету смысла сейчас ехать так прям кардинально наверх. Нужно все равно чуть-чуть вниз спуститься, и дальше, возможно, даже через двойное дно есть уже повод будет двигаться выше. Во-первых. Во-вторых, ну, нужны какие-то новости извне. Вот серьезно, мне кажется, теханализом сейчас уже далеко не отделаешься, и другой рынок совсем. То есть приходом институционалов, конечно, все там ждали типа ликвидность и так далее, но по факту сейчас вот мы сидим такие, ждем чего-то, а чуваки просто бабки стригут, кто умеет. Потому что просто всех катают там и налево-направо. Да, мы сейчас ждем токена Талана. Он обещал, уже почти 24 часа прошло с его анонса.
Да он, походу, не выйдет. Мне кажется, это какой-то обман, чтобы скачали апку Памфа. Кстати, пацаны, вы видели, по-моему, твит сегодня появился этот, что сейчас Twitter закрывает API-шку свою. И Да, можем все это проекты Да, да. наподобие Куки, наподобие Кайта, как бы можно, в принципе, скину смело... абстракта. Дисконнект, Мы до свидания, было прикольно. мы про это тоже, да, И что вы хотели думаете, это поговорить. как бы плюс, не плюс для Твиттера, для крипты в целом, для проектов? У нас Exit закрывается в абстракте, Кайта, ну, скорее всего, закрывается. Я не знаю, может, они как-то переформатируют бизнес. Вот ваши версии. Вот Ник Гагарин, вот что вы думаете? Ну, во-первых, по Кситу у них первая основная же задача была, насколько я понимаю, это вот первая часть, это идут заработок кситов, а потом у них выходят паки и какая-то игра на этом всем завязана. Поэтому, возможно, они сразу ко второй фазе перейдут, и игра будет, наверное, похожа, ну, что-то типа, как уже есть prediction на этих, на инфлюенсеров, условно. Она сейчас на бейс перешла. Как она там называется? Фэнтези. Фэнтези, да, да. Вот, но в принципе, не знаю, возможно, они найдут какие-то обходные пути. Конечно, сомневаюсь. Я просто думаю, что со стороны X это было не совсем правильно. То есть им нужно с этими проектами рука об руку идти, как-то взаимодействовать и вот исключать этих ботов, вместе приходить к какому-то решению, потому что в первую очередь это проекты, которые помогали Твиттеру зарабатывать. Они за эти доступы к API, они платили нормальные суммы, вот, чтобы получать всю эту информацию в таких объемах, ну и как-то ее, ну, ей правильно распоряжаться, потому что, конечно же, у нас были проекты, которые хотели, чтобы про них там рассказывали в Твиттере. И как они будут, ну, сами смотреть, кто про них рассказывает? Ну, конечно же, нет. У них есть условный ксит, они взяли лидерборд с ксита, который там по майндшеру, там по условному поструктурировал. Они на этих людей раздали там какую-то часть от дропа. Вот, ну, как бы это довольно-таки удобная механика по распределению именно среди тех, кто взаимодействует с проектом. В любом случае. Ну, обрубили. Виктор, что ты думаешь? Какая, если эта мета, допустим, даже уйдет, то какая будет следующая мета? И будет ли она вообще как-то с этим связана, с инфлюенсерами? Ну, я думаю, рынок как-то трансформируется в любом случае, во-первых. Во-вторых, не факт, что не пройдет пару дней и не скажут они, что они там как-то договорились, передоговорились, и там, не знаю, есть организация, ООО, ну, то есть что там они, к примеру, поменяют, потому что, как Никитос правильно сказал, то есть терять деньги там никто не намерен, потому что, собственно говоря, ради всего этого движуха и затевалась. И продолжается. По поводу, в принципе, закрытия вот этих всех типа а-ля Кайто, я считаю, даже с одной стороны, на самом деле, это плюс где-то местами. Почему? Потому что, допустим, вот про рейнджера, если взять, я просто знаю про листинг очень много, то есть тоже были варианты с Кайто, да, то есть это лишний шил, лишний пиар там и так далее. Но это не совсем хорошо для проекта, я считаю, это моя точка зрения, потому что, допустим, Кайто, они просят в токенах достаточно большой процент аллокаций. И эти токены сразу на ТГЕ полетят в стакан просто на первой свече. И, соответственно, это дамп на цену и очень серьезное влияние. И не факт, что проекты, маркетмейкеры, да, там и люди смогут эту цену как-то дальше реанимировать. Вот. А когда такие проекты закрываются, соответственно, проекты будут вынуждены сейчас думать над тем, как по-другому себя шилить, да. Во-первых. Во-вторых, это роли в Дискорде, гринд ролей в Дискорде становятся еще ценнее в разы. 100%, да. Вот. И в-третьих, возможно, пока Дискордом будем пользоваться, Твиттер так себе. Я не знаю, но Твиттер в любом случае я бы не прекращал вести, если кто-то ведет, и как бы уже пошел какой-то прогресс на эту тему, потому что это то, что не требует денег, и так или иначе со временем вам пригодится однозначно. Либо доступ к проекту какой-то там, либо что-то еще. То есть хороший Твиттер, криптатский, это всегда прям зачет. Да, согласен. Ну, в целом так, да. Теперь нужно у нас мнение того, кто задал этот вопрос, услышать. Да, да, ну что, я могу сказать, что это удар по экономике Индии, это 100%. Факт, что она оправится после этого. Индусы объявят войну, мне кажется, всему Твиттеру. Как-то так. Ну, что мнение? Мне кажется, что, может быть, это и правильно. Все, наоборот, знаете, смотрите, это получается, что у нас? Когда там крутой инфлюенсер какой-то пишет, это больше получается, наоборот, если у вас раскачанный Твиттер, и вы про какой-то проект написали, без какого-то поощрения, как вот это вот было Кайта и так далее, это, наоборот, более ценно теперь становится, скажем так. И отслеживать это будет, ну, вот как отслеживают, знаете, вот роль Гигачада, да, или Чада Градюэйта.
Ну, типа, и вот так вот будут вознаграждать проект. Более, типа, а так, когда спам идет, типа, в ленте, и проекты получают Вот, эти API, да-да, говори. Золот, ты хорошо говоришь, прости, что перебью, Да, говори. относительно чистоты информационного пространства, потому что, допустим, проект X собирается выходить, и вы видите у многих людей в Твиттере просто потому, что они хотят там заяпить немножко, да, посты на Мгм. тему, насколько это круто, весело вообще, и обязательно туда нужно занести там пару своих ровных шекелей. Сейчас такого как бы, ну, пока не предвидится, по крайней мере. И это Да. тоже хорошо, потому что если писать посты, то действительно про проекты, которые достойны внимания, ну, то есть такая, знаете, это как более экологично, что ли, становится. 100%. 100%. Еще из новостей, что у нас? У нас сегодня произошел минтинг идет OpenSea SBT. Я так понимаю, это OpenSea готовится к TGE, если делают эти SBT-шки сейчас с пингвинами, возможно, потом будет а-ля с мунбердсами, с эйпами и так далее, ну а может вообще останется только на пингвинах. Что думаете по проекту OpenSea? Действительно ли будет TGE в первом квартале или будет перенос и так далее? А вот, Гагарин, может быть, ты крутишь OpenSea, не крутишь? Мысли. Не кручу, но я думаю, OpenSea это такой прям мамонт, а-ля там метамасков. И, в принципе, у них бабок дохера, и да, чего бы и не раздать, С собственно каждым говоря. Ну, я не сезоном знаю. все больше. Ну да, Чем? все Я ожидают. просто, на самом деле, в принципе, у меня логика всегда в проектах, то есть я должен быть early, и там должно быть мало людей. Все. Мне это Мгм. так как-то интересно. И да, если, допустим, это там супер мейнстримово, там уже каждая бабушка и сосед загнал 200 мультов туда, как бы, ну, возможно, конечно, но так себе. Должен же быть, понимаете, лично у меня какой-то такой этот вот, не все ж ради бабок, должен быть какой-то вот именно интерес такой вот. Ну, то есть, если бы, допустим, крипта не давала деньги, условно говоря, занимался я бы или нет ей. Я бы вот, да, занимался, потому что мне просто какие-то вещи, которыми я занимаюсь и продолжаю, мне просто нравится. Но больше нравится мне это находить людей, с ними общаться. Это мой самый Мгм. большой интерес, наверное, в принципе, потому что деньги деньгами, конечно, все замечательно, но люди дороже, активы гораздо и связи. И просто, в принципе, общение ценнее гораздо. Мгм. Знаете, что хотел спросить у вас? Вы Да. как с абстракта ветераны. А Давай. вот такой был проект AIMI. Они там какие-то NFT-шками минтили. Так все на этом дело... Закрылись, да, Окей. полностью. Окей. Сделали Бывает. токен, раздали кучу Минфулу, OG Минфул, если ты помнишь, такого он свой когда делал интервью. Он там его по чуть-чуть стаканил, раздали они дроп в виде вестинга, там, NFT, которая по чуть весится, никто так в итоге токены никакие не получил, и проект просто и токен все рипнулись, и все, сразу же почти. Да. Вот, а у нас еще новый, можем обсудить, знаешь, какой проект вот по поводу абстракта, сейчас CryptoToys, любимый проект не крипто, он его пиарил, он сейчас пока Я его, да, очень жестко пиарил. комьюнити лид вроде собирается туда идти. У них открылся на этой неделе маркет. У них 2 продажи, там, по-моему, или что-то такое. Но, кстати, за $15, вот мне сегодня Не, писал, уже не 2, уже там побольше будет. пошло, Я да. думаю, но флор там... Сейчас я открою, чтобы понятно было, чтобы все знали. Давай. А Что можно там я еще происходит? такие вопросы позадаю? Да, конечно. Конечно. А такие ребята, как сегменты, что слышно? Но они живы, они там свою приложуху билдят. Ну Не как ошибаюсь. бы, пока ты понял, они в таком состоянии, ну, молчат. Вот ник В общем, больше особо есть. ничего не менялось с тех пор, да? Просто если коротко. Ну, да. Можешь еще по проекту, какие есть еще, вот, что ты хочешь вспомнить, я тебе все расскажу, и ник расскажет. Виц мы еще, помню, играли, TCG. Vibes? Не Vibes, Vibes это пингвины карточные, а были Виц. Ну, типа, тоже карточные, только Я такие понял. они. Да. Тоже все. Заревы устраивали каждый вечер, там что-то в таком духе было. Рипнулись тоже. Не, рипнулись. Да. А я даже уже Ну, забыл. а про 77 бит я-то обязан спросить, собственно говоря. Там вообще Там вроде как фараон живые, там... сказал, 70, Ну, пытаются реанимировать, да, чтоб можно так забил. сказать. Но... Я думаю, не забил где-то. Я думаю, уже все. Ну, а так он что-то снимает видосы, говорит, сейчас, какие-то плей-тесты были земель этих всех. Но что-то не пахнет, чтобы туда кто-то пришел, как бы, понимаешь, кто придет после такой истории, как будто никто в них. Ну, как будто бы, да. Обидно, хотя интересная игра, ты помнишь, мы тогда играли, когда ты еще стримил. Я помню, как я играл очень хорошо. Днями и ночами. Было весело. Да, было весело прям вообще. Мы с Деборой прям даже нормально там на созвоне были, играли, и не только с Деборой. Так, знаете, что еще? Да, Дебора у нас, кстати, гигачада получил.
Уже забрали Хорош, Гигачата, красавчик. к сожалению. Слушай, Ну, ну там он прям старался, непонятно. я даже как следил. Он и твиттер же вел, и всякие рубрики, и стримил, то есть он прям, ну, жил Нет, в да, этом конечно, абстракте, может. Да, да, 100%. да. А был у У нас нас еще еще такой камера парнишка, Vibe Officer появился в абстракте, который заходит на стримы и говорит, включите вебку. Да, может, мы его позовем на следующий подкаст, кстати. Наш любимец. Да, у людей маловато. Единственное, я вот смотрю, онлайны, конечно, печальные, не то, что было раньше, да, прошлой зимой. это правда. Ты Не, ну хотел золото еще хоть кто-то смотрит. сказать, куда? Это 23 чека раньше, знаете, это изи Не, ну у набирать. нас раньше на подкасте 50 было, суммарно там и 70, наверное. Там можно было когда-то и по 100 giveaway делаешь, так вообще 100 с чем-то зайдут. Ну А да, ты да. Да? спросить, а то мы перебили тебя. А я Про вот парня посмотрел, сейчас какого-то. вроде бы такое больше на память ничего не лезет мне. Ну, про тараканов мы поговорили. Ну вот Ламбада любит игру от есть медведей. Monsters.fun, который, помните, прям фома было там лютое у всех. О, это вообще это самый главный рект. Ну, он, короче, вышел. В итоге Monster Fun. Там на токене кто там быстро зашел, быстро вышел, иксанули, остальные ректанулись, ну, как обычно. А потом все, они пропали. Дев ушел вообще, там пишет, не пишет про абстракт, занимается какими-то другими вещами. Галочку они даже не проплачивают, то есть проект полностью рипнулся, но на эти капсулы выделили очень много XP. То есть поэтому цена этих капсул не могла бы быть сейчас уже $0, но в итоге она там, и на них дают дофига XP, и поэтому она держится даже там 400 чем-то долларов. Ну а так то проекта нет. Ну, а было там 1500-2000 тогда за капсулу, когда И они Chronoforge начинались. риф еще. Кстати. Я от Chronoforge, вот, хорошо, что я тебя благодарю. Я, признаться, прям офигел, потому что там, Да. ну, прям там и оркестр заказывали, и там и студию делали, это прям проект, ну, и просто там два каких-то любителя сидят на коленке и что билдят. Инвестора у них были очень крупные, там миллионы долларов. Да. Они столько же лет они там сбилдили и прям уже запустились, чего у них не пошло. Я не играл, конечно, в Chronoforge, тогда ждал, но... Да, крутая игра вышла, сумасшедшая, на самом-то деле, сумасшедшей графикой, но, походу, очень много денег жрала, ну, типа, ее содержание. И у них они закончились, да, их никто не взял под крыло. Да. Сейчас там они писали, что они кого-то ищут, спонсоров, вроде как пытаются договориться, но, походу, уже вряд ли. Угу. Рынок беспощаден, конечно. Мне, кстати, знаешь, что было приятно, Ну, как-то заходил. GameFi сейчас, не в принципе, очень такой плохой год для GameFi был в этом году. По факту только, ну, из всех лудильни на абстракте заработали больше всего. И, ну, не знаю, даже Гига вынесла много, но просто из-за того, что у них продукт качественный. Пишут, Базаверс так и не запустился еще, вот. Я помню, ты про него просто говорил. Так, а Базаверс React, они что же, я даже еще застал в Дискорде у них, когда они написали, что типа, ну все, как пацаны. Вот Их там вроде не, то ли выкупили, то ли кому-то просто отдали проект, и там пацаны что-то предпринимали из серии того, что те фисы, которые за трейд NFT-шками, они будут идти на откуп этих же NFT-шек. Что-то они там начали подкупать, ну и все. Хотя, конечно, вот мне, признаться, было немножко жалко, потому что прикольный проект, как я считаю. Что-то там, видно, не смогли пацаны дотолкать. Ну, знаешь, тут и рынок не щадит, и абстракт не щадит, потому что, ну, сейчас сентимент и количество людей тоже желает оставлять. Ну да. Кстати, а как Костян? все-таки что-то новое выходит. Souls Club. Потихоньку делают, работают. Ну, по чуть-чуть, на конференции ездили, да, в принципе, ну, я с Игорем списывался, с фаундером, как бы у них планы большие в любом случае, ну, как бы продукт у них, ну, я считаю, что в любом случае качественный. То есть тот же револьвер, ну, это крутая штука. Ну, в том плане, что, во-первых, я в нее сколько играл, получил XP, так еще и деньги не потерял. Так, ну, ты сам можешь решать, условно, там, ну, какой-то стратегии придерживаться. С реальными людьми играешь, поэтому, ну, вполне себе. Да. Можем еще, хотелось бы от тебя послушать, какой бы вот ты бы совет дал, вот нас смотрят зрители, кто-то будет по-любому записи смотреть, какой бы ты вот, Гарин, дал совет людям там в крипте, что им делать, как поступать в каких-то ситуациях, вот, хотелось бы услышать. О, совет, форма ностальгии, да, о прошлом.
Слушайте, занимайтесь собой в первую очередь. Я вот от этого исхожу. Потому что когда у вас здоровое тело в нормальной форме, находящееся, когда вы нормально питаетесь, а не просто запихиваете в себя мусор, когда вы нормально спите, то вы в состоянии ставить любые цели и достигать. И это вот сейчас просто уже все это настолько заезжено вот этим всем блогингом, контентом, слова типа как осознанность, там, ставить цели и так далее и тому подобное, людьми уже просто, в принципе, не воспринимается. Поэтому в первую очередь soft skill, да, то есть это прокачка себя, прокачка навыков, потому что любые инвестиции, деньги сегодня могут быть, завтра их может не быть по тем или иным причинам. А то, что вы умеете, то, что вы из себя представляете, всегда будет с вами. Во-первых. Во-вторых, в принципе, наверное, где-то и смысл, может быть, да, заключается в постоянной эволюции себя же самого. Если брать относительно крипты, вот я бы, наверное, рекомендовал уже там за эти годы, да, ну и с позиции, может быть, даже какого-то возраста своего определенного, не сломитесь вы работать туда идти. Если вы понимаете, что вы, к примеру, вывозите, да, то есть как-то спланируете, что у вас будет хватать денег на полгода вперед, идите. И это будет правильно, если хочется. Но не нужно тоже вешать себе такую вот иллюзию, что я там буду сидеть где-нибудь на Бали с ноутбуком, открыл, там, нажал 3 кнопки, получил $5000 и пошел дальше, там, не знаю, смотреть с птичек и за закатами наблюдать. Деньги, особенно сейчас, достаточно сложно достаются, даже пусть какие-то копеечные, да, по меркам крипты. Вот. И надо просто выбрать то, что вам нравится. Не нужно тоже, можно попробовать себя в разных направлениях, но просто выберите что-то одно и просто вот долбите, образовывайтесь, старайтесь с людьми знакомиться. И самое главное, то, о чем я еще когда стримил, часто говорил, старайтесь всегда оставаться человеком, людьми, потому что можно много кого наебать, и можно много денег за счет этого заработать, получить. Но жить потом с этим не очень прикольно. Понятное дело, что есть такие индивидуумы, кто как бы с этим успешно справляется, просто лично на своей практике в своей жизни я понимаю, что есть как бы некая причинно-следственная связь всегда. Люди просто могут ее не отслеживать. Поэтому спиздив сегодня или наебав, можно потом не удивляться, что через там месяц, год какой-то, да, там родственники, близкие или даже вы, что-то с вами не так. Поэтому просто будьте человеком в первую очередь. Все остальное приложится. И сейчас я смотрю, там вот, молодого поколения на самом деле прикольные такие есть мысли. Во-первых, я наблюдаю за тем, что они мало бухают, реально прям мало бухают. То есть как-то там то ли спорт, то ли нежелание употреблять, интоксицироваться, там, сигареты, алкоголь и все такое прочее. И это радует. И второе, то, что в основном парни все заточены на бабки. Это прям на самом деле хорошая мотивация, но это не должно быть доминантной составляющей. Потому что деньги – это хороший ресурс, и комфорт, и возможности, да, но это не счастье. Вот. Лучше быть счастливым человеком и просто стараться для себя определить, что для тебя такое счастье, и когда ты счастлив на самом деле. И вот туда больше внимания накидывать. Вот как-то так. Потому что крипта криптой, и лайфчейнджи все хотят, и кто хочет, тот рано или поздно его получит, да, но нужно понимать, что время идет, да, и за это время нужно тоже не на одном лайфчейнже зацикливаться. Надеюсь, получилось не совсем размыто, достаточно понятно. Я бы такие советы дал. Не, супер получилось. А я, кстати, еще у тебя в середине там спрашивал и не услышал вот ответах от тебя. Есть ли какая вот такая ситуация, при которой бы, ну, расклад событий, при которой ты бы вернулся в абстракт? Возможно, бы тут, может быть, очень много там проектов выходило с деньгами, что раздавали, или, возможно, тут людей бы было бы тьма, и ты бы заново вернулся, или вообще никак? Вот новость по рейзе, там 10 миллионов, там, условно, 100 миллионов. Ну, какой, ну, Блин, я не знаю, ребят, честно говоря. Это, знаете, типа из серии, там, вот, спросить какого-нибудь человека, спас ли бы ты детей, если бы дом горел, и ты шел и видел, что дом горит. То есть ты как бы в моменте говоришь, типа, да, конечно, я бы там кинулся грудью на амбразуру, спас бы малолеток и так далее. По факту, ну, если бы дом горел, ты шел, ну, можно было просто обосраться, это нормальная человеческая реакция, и как бы и убежать просто, там, даже не позвонить в службу спасения, типа того. Поэтому я не исключаю ничего, ну, на самом деле, вряд ли, потому что сейчас есть чем заниматься, во-первых. Во-вторых, ну, как бы не то, чтобы я смысла не вижу. То есть я там что-то нафармил, там что-то дальше мне капает по 2000 XP в неделю, просто не знаю за что. Ну, спасибо и за это. Но как будто бы для меня пока... заслуги. Наверное. Как будто бы это уже финишная прямая, с которой там я доеду до ТГЕ, к примеру. Ну, как бы, как знать. Я просто сейчас, знаете, вот именно с лета еще тоже, вот, на примере абстракта мне хороший анализ был, и поспорить для этого. Я просто начал
еще больше анализировать, вот как я трачу свое время, на что я его расходую. Апс прикольный, но как бы затраты временные соразмерно тому, что я получаю, и получаю не исключительно там в плане, не знаю, донейшенов, чаевых там за, да, типсов этих за стримы, а в принципе, да, оно как бы немножко несоразмерно. Плюс у меня страдает как бы и по физике, то есть как бы я страдаю, да, можно сказать, телесно. Ну, как бы сделка такая себе, да, если языком трейдинга говорить. То есть риск-ревард непонятный. Поэтому, собственно говоря, пока вот так вот. А вот еще такой вопрос, там, да, ты лайтер плотно отрабатывал, там вышел триллер, да, вот если бы у тебя была возможность поставить, условно, на Муриаде ставку, с каким бы ФДВ, с каким ФДВ выйдет абстракт, и там, допустим, пол-лярда, ну, 500 лямов, лярд, 2, 3, там, или меньше, там, намного, то на какую ставку бы ты поставил? Ну, консервативно, если просто поиграть в угадайку, и не более того. Ну, я думаю, соточку мультов должны набрать, как будто бы на старте. Да, это вообще прям мало, соточка мультов. У нас Апстер почти 150. Ну, я стараюсь мыслить в рамках рынка, хотя, опять же, тут очень сложно говорить, потому что вот это такая, ну, понятное дело, классика, да, то есть какой-то проект, к примеру, который ты оцениваешь с очень вообще большой капитализацией, да, ФДВ, там неважно, как ты меряешь, может выйти так себе. И какой-то такой ноунеймчик, который как бы вроде как-то там что-то поделал, вроде как бы и нахер надо было, выходит и прям нормально перформит. Никогда не угадаешь. Но я думаю, абстракт Оверперформили. так или иначе должен, по идее, нормально себя показать. Почему? Потому что, ну вот, наверное, из всех последних чейнов, да, то есть это не какая-то очередная там типа монада или что-нибудь в таком духе, херь, которая там из серии там вот вам дексы, вот вам свапалки, хуяпалки, там ликва, не знаю, там NFT в минте, делай объемы, гоняй и так далее. Здесь все-таки как-то вот, ну, немножко другая механика, фарма, да, то есть покупай NFT, там, проявляй активность сети и так далее. То есть много критериев каких-то интересных, плюс задел все-таки на, ну, не про финансы, а про развлечения, больше говоря. Ну да. Поэтому как будто бы шансы есть. Единственное, что может быть просто еще рано. Может быть рано, а может быть уже и рынок готов. Я к тому, чтобы вот годика 2 назад, если бы мы делали апс, наверное, мы бы просто сидели и мечтали, что там они могут запустить какую-нибудь банковскую карточку свою, приложение для айфона и так далее. То есть это бы как-то, ну, типа mass adoption, ну, может быть, да, ну, как бы, кто его когда видел на самом деле? Никто, по факту, никогда. Но здесь может быть история наоборот, потому что сейчас, в принципе, в Штатах как таковые, то есть там все в крипте, и крипто только намазывается еще больше, поэтому апс может Ну показать да. вполне себе хорошо. Сейчас Единственное, уже что это можно с может быть... Apple Pay пополнять, кстати, Да, я ну, тоже абстракт. видел. Мгм. Да. И опять же, то есть нужно быть готовым к тому, что все как, ну, формят дропы, да, то есть получили токены, ТГЕ, там первая свеча в стакан кинул, как бы и пошел. А здесь может быть история такая, как долгосрок. То есть все слили по какому-то там, к примеру, даже 100 лямов ФДВ, да, такие, ух, там что-то заработали. А потом пацаны просто потихоньку откупают, там месяцев 6-5, и уже, к примеру, там 250-300. Ну, я условно сейчас цифры говорю, рисую просто, что иксы потом будут еще больше. Вот. Ну, так, Но кстати, у нас если- было с Hyperliquid. Там многие покушали очень вкусно по 2, продавая по 3. И когда он уже там 50-60, люди уже такие, блин, что-то мы зря Да, кто-то по поторопились. 4 продавал, да. Ну, можем Ну, тогда... Хайпер это было как бы крутой проект, я сам его делал, и я понимал, что должно быть неплохо, но так как получилось, конечно, никто не ожидал. И Нет, всегда так оно и хорошо было смотреть за... неплохо, когда вышло. То есть, ну, это были иксы, это были Не, хорошие деньги. да, но просто я к тому, что кто бы мог подумать, что, грубо говоря, можно было бы дроп халдить, и потом еще, соответственно, там, ну, в общем, забыть, наверное, до пенсии о чем-нибудь. Ну, это утрирую, конечно, но тем не менее. Да, я согласен. Хорошо, можем, в принципе, наверное, завершать потихоньку, но последний, наверное, вопрос я такой задам, можно сказать, провокационный. Если бы тебе надо было назвать один проект, ну, и посоветовать там нашим зрителям, куда идти, там, что обрабатывать, ну, только без абстракта, что-то другое, то какой бы проект ты назвал? Блин, сложно на самом деле. Так-то.
Ням-ням. Ну, наверное, не вдаваясь в проекты, что-то из, опять же, перпов и prediction маркетов. С prediction маркетов скажу сразу, я сейчас, причем не начал, вот хочу садиться, начинать делать, все никак не сяду, это Opinion. Возможно, многие уже крутят его на BNB. Вот. Из дексов, ну, бэкпак уже бесполезно делать, у них уже заканчивается последний сезон, уже вот прям вот ТГЕ. Но бэкпак бы. Или ту же самую OpenSea еще можно попробовать. Ну, то есть лезть в что-то новое, хотя бы нужно именно набить какую-то компетенцию. Лезть во что-то, что, возможно, не даст там 100 иксов или 200 иксов, но даст там, к примеру, какой-то процент к депозиту. Ну, либо процент к депозиту, либо там x1, x2, то есть как-то так. По лайту. В принципе, да. Ну, вот как раз OpenSea я так рассматривал. Ну, то есть зайти сейчас в сундук, получить 50% возвратом, и потом еще получить там x2 условных там консервативных на ТГЕ с волны. Да. Потому что 25% на комьюнити, это прям, ну, много для такого проекта, это реально большие цифры. Ну, опять же... Я не совсем понимаю логику проектов. Вот сейчас много, причем проектов стоит в очереди выход типа первый квартал 2026. Перенесут. Скорее всего, да, потому 100%. что... Но, кстати, я понимаю, почему не целятся в первый квартал, потому что выходить, в принципе, в декабре для проектов считается зашкварным, ну, если проекты нормальные, потому что декабрь – это уже фактически не рабочий месяц, там много праздников, выходных, и, в принципе, ну, как бы выходить в рынок, когда там все бухают и озабочены елками, подарками, такое себе. А уже, соответственно, с Нового года, когда все там пропьются, отпразднуются и вернутся в работу, то как бы да. Вот. Ну, рынок тоже нужно учитывать. Не, ну вот на самом деле, может быть, еще и выйдут в первом квартале, что у нас там, ну там, допустим, к марту, да, первый квартал уже заканчивается концом марта, в принципе, в марте, ну что там, OpenSea, да, у нас может бэкпак там, из тех, кто такие Moonbirds еще. И, кстати, еще хотел добавить под OpenSea, 25% действительно много, но, опять же, мы еще не знаем, сколько пойдет именно на тех, кто вот крутит там сейчас эти свапы. Потом они хотят перпы добавить, но, наверное, перпы они не успеют добавить, мне кажется, к ТГЕ. Хотя, если перенесут, то все успеют. И еще ж, вот теперь у нас СБТшки появляются, на них надо раздать, на бета-юзеров надо раздать, на там тех, кто до этого шипменты, вояжи фармили, надо что-то раздать, и еще на вот эти волны надо раздать. Короче, там на много что придется раздать. Но все равно, я думаю, это будет... 100%, да. Я думаю, это 2-3 икса можно рассчитывать, мне кажется. Ну, но обычно проекты любят раздавать именно тем, кто тратит деньги. Они сейчас повысили комиссии, и эти волны как будто на них много дадут. Надеюсь тоже на это, как бы, если честно. Можем, в принципе, мы уже час, да, общаемся. Можем, в принципе, если или есть какая-то у вас у кого-то тема, чтобы обсудить? Не, ну просто что вдруг за неделю прошло, мы не обсудили. Но я думаю, что мы вот про Twitter рассказали. Про обновление абстракта. Ну вот единственное, что на абстракте Сайгар добавил штуку, которая позволяет тебе увидеть твою активность. Да, теперь можно посмотреть. Это прикольно. Ну, опять же, такое обновление, знаешь, чтобы написать о нем. Интерактивчик. Да, это тоже прикольно, это надо делать. И зайти посмотреть, сколько у тебя там дней активных, какой у тебя стрик, какое у тебя любимое приложение, где ты больше всего взаимодействовал, сколько у тебя бейджей. Это все как бы прикольно сделано. Постик я тоже в Твиттер такой сделал, как бы. Да, а так из глобального... Ну, саптеры тоже на этой неделе добавили, но мы их обсуждали на прошлых, когда их анонсировали, как бы. Это да, типа Gold 1, Gold 2, Gold 3, платина и так далее. Кстати, да, Гарин уже все поменялось. Если раньше платина оказалась самый топ, то теперь в абстракте Diamond, типа, ну, на уровне, как раньше платина. А потом еще Obsidian у нескольких людей. Да. Ну, пускай. Да, раньше по 400 тысяч XP за неделю не давали. А Рубик, кстати, ушел с абстракта или еще сидит? Нет, стримит и пишет про абстракт. Стримит и пишет. Все. Да. Все на месте. Как там Буни дела? Ламбадос больше ушел. Буня делает игру к абстракту. Надеемся, что получится его через время позвать к нам тоже на подкаст, чтобы он пришел пообщаться, да, чтобы он рассказал. Да, вот и такие вот планы. Пока билдится игра для абстрактио. Ну, мы еще со своей командой делаем приложуху для абстракта. Hodl League это будет, ну, грубо говоря, фэнтези-игра по крипте. Тебе нужно будет из карточек собрать колоду. Ну, карточки — это реальная криптовалюта. И как она там на неделе перформит, и ну, занимаешь там место в лидерборде, получаешь реальные награды, NFT, ну, эфир, скажем так.
Вот. Прикольно. Да. Уже на следующей неделе будет бетка у нас открытая. На этом тогда можем заканчивать. Я очень благодарен Гагарину, что он нашел для нас время, вернулся чуть в абстракт, рассказал, как у него обстоят дела. Немного мы его познакомились с людьми, которые еще его не видели, но хотя бы большинство его знают, но все равно интересно. Поностальгировал, наверное, немного. Да. И Нику спасибо. Да, вам спасибо, что позвали, потому что у меня сегодня такой получился немножко разбавленный приятностями вечер. Вот, было приятно с вами и увидеться, и услышаться, и пообщаться за столько времени, и про абстракт, не по абстракт, в принципе. Поэтому, если что, зовите, я на связи всегда. Я думаю, может, через время... Спасибо тебе большое. Да, тогда все. Всем спасибо, ребята. Ник, тогда сейчас зайду к тебе на стрим и буду делать запись. Хорошо, Все. спасибо большое. Пока-пока. Хорошей пятницы. Все,